Так, приветствую вас на продолжении урока по построению головы в профиль. Сейчас я буду меньше комментировать, так как на первом занятии уже было очень подробно все объяснено. В общем, смотрите, видите, у нас кончик уха немножечко выше, чем прямая. Вот совсем немножко. Соответственно, я и метку сделал немножечко выше. Это будет габарит, это будет забор, за которым не должно заступать наше ухо. Это будет одна из меток. Всего их будет 4. Получится такая клетка у нас прямоугольная, внутри которой мы нарисуем наше ухо. Вот посмотрите, видите, низ уха вместе с сережкой, вместе с серьгой у нас проходит клипса, что это такое, не знаю. Проходит вот здесь вот, если мы ровно посередине от основания носа до верха губы проведем прямую горизонтальную, это будет у нас низ. Следующие координаты ищем, измеряем. Я решил отталкиваться от этого места. Расстояние соответствует вот такому расстоянию. Хорошо. Померяем сначала. Да, вот видите, вот это расстояние, я еще раз повторюсь, соответствует вот этому расстоянию. Померяем, сделаем метку, проверим, поправим себя. Все. У нас уже 3 габарита найдены. Теперь измерим это расстояние на фотографии. Вот чему оно равно. Обратите внимание, немножечко поменьше нужно отступить. Видите, я не дохожу до метки. Итак, мы нашли все 4 габарита. Здесь у нас в левом верхнем углу я нарисовал край волос. А дальше я уже рисую само ухо. Начиная с наружных краев. Везде, где можно проверять вот эти линии, они есть везде, какие-то параллельности. Проверяйте, постоянно проверяйте. Вот я вижу, что сережка у нас по высоте такая же примерно как глаз. Все, дальше просто рисую ее форму, без прорисовок, без всего. Итак, я делаю метки. По сути, принцип очень простой. Делаю очень точные метки, задаю себе какие-то габариты, а потом между ними рисую какой-то участок. Вот сейчас вот я определил, где у нас будет проходить шея. Поставил там метку. Метка у нас есть. Теперь нам нужно только закруглить вот этот участок. И все. Дальше нужно просто подчеркнуть, чтобы не затерлось. Когда мы прислоняем рукой
к листу бумаги мы что-то рисуем, если очень тонко нарисовано, может стереться, поэтому лучше сразу подчеркнуть. Вот эта линия, она у нас не совсем прямая, она немножечко у нас изогнутая, такая изящная. Вот когда у нас есть еще какие-нибудь объекты, относительно их можно рисовать немножко даже на глаз. Видите, все не так уж и сложно. У нас уже узнаваемое лицо с достаточно точными пропорциями. Здесь еще нет никакого раскрашивания, здесь нет объема. Представляете, когда все это будет сделано. Ну, сейчас я буду просто показывать вам. И постарайтесь прокомментировать то, что я делаю сами. То есть поразмышляйте. Я думаю, это будет полезно, чтобы вы дальше могли действовать более смело и более самостоятельно. Ну, я надеюсь, все понятно. Весь наш рисунок построен по принципу измерения, и кое-где немножечко мы используем глазомер. Вот сейчас я нашел самую верхнюю точку головы, и от нее просто спускаюсь влево-вправо с учетом волос, которые у нас там задают наши кривые линии. То же самое здесь по принципу параллельности. Правда, здесь у нас кривые линии, но просто их нужно нарисовать точно так же, с таким же наклоном, с таким же легким изгибом, как на фотографии. Вот
посмотрите, как я определил, где находится начало прически. Вот здесь. Все очень просто. Друзья, ну вы сами все видите. Я постараюсь поменьше комментировать, чтобы вы могли сами додумать увиденное, понять это может быть по-своему как-то. Друзья, а вот остальную часть прически я буду рисовать по принципу сначала, если есть возможность, обозначу габариты, а вообще буду использовать такой способ. Сначала нарисую какую-то форму, она может быть немножечко не похожая, но когда она появится на пустом месте, сразу будет видна ее неправильность, и я ее буду корректировать и исправлять. Тоже очень хороший способ, часто им пользуюсь, и со временем практически ничего исправлять не приходится, все получается с первого раза, ну, может быть, с учетом каких-то несерьезных маленьких исправлений. Итак, вот сейчас я буду рисовать эти самые формы, и если потребуется, немножечко их подкорректирую. Посмотрите, как я это буду делать.
Ну вот, осталось дело за малым. Дорисовать недостающие очертания нашей прически. Хотелось бы здесь тоже оставить все без комментариев. Смотрите, перемотайте, нажимайте на паузу, постарайтесь понять все сами. Как я думаю, гораздо лучше усвоится. И попробуйте нарисовать свой эскиз. Можно сначала с этой фотографии, затем с других. Дело не только в теории, конечно же, нужна практика, но я думаю, этот способ достаточно натренировать на 2-3 портретах, и он уже останется у вас в моторике, в мышечной памяти. На самом деле способ практически 100%. Друзья, ухо — это достаточно сложный объект, я все-таки здесь немножечко прокомментирую. Принцип здесь один. Разбиваем любой сложный объект на сегменты. В данном случае у меня здесь 2. По горизонтали я визуально провел линию, которая разделила верх уха и низ, где начинается сережка, на 2 части. И каждую часть по отдельности я прорисовываю. Если что-то нарисовать даже неправильно, я повторюсь, то это сразу становится заметным. Можно корректировать, исправлять, пока не станет точным и верным. Ну вот, практически закончен наш рисунок. Осталось подчеркнуть какие-то важные линии, убрать опорные точки, стереть вспомогательные линии. И наш рисунок готов к раскрашиванию.
Ну, сейчас я немножечко работаю со светотенью. Ну, не совсем, конечно, с ней поработаю, просто подчеркну темные места. И наша картинка еще немножко оживет. Станет совсем похожа на персонаж, который мы рисуем. Итак, друзья, ну вот я вам показал, как рисовать, как делать построение головы по моему методу. Может быть, это не мой метод, может быть, это еще чей-то. Ну, я вот пользуюсь вот таким способом. Смешиваю частично свой глазомер вот с такими измерениями. В основе лежит аккуратность, внимательность, перепроверки многократные. Вот, и опыт. Вот, собственно, и все. Увидимся на следующем уроке. Вам предлагаю досмотреть до конца. Спасибо за внимание.